Эй, с Новым годом! С вами Анванави, и привет всем, кто на этих праздниках не был закормлен до смерти. Последний раз я выпускала видео аж в прошлом году, это был урок по рисованию кошек, и я обещала вам выпустить вторую часть. Ну что ж, котик сказал, котик сделал, а ссылочку на первое видео я оставлю в описании, если кто-то пропустил. И продолжим мы с глазика. Глаз у кошки имеет темную подводку. Представьте, как если бы вы нарисовали стрелочку не из внешнего уголка глаза, а из внутреннего к носу. Кстати, делюсь с вами своим методом для красивого перемешивания красок в фотошопе. Берем инструмент палец, но задаем ему не круглую жесткую кисть, а какую-нибудь фигурную, немножечко лохматую, можно из стандартных. Этой кисти задаем небольшое рассеивание, совсем-совсем чуть-чуть. Можно по желанию задать поворот угла в динамике формы. В результате получается естественная, немного хаотичная граница смешивания цветов. Когда вы рисуете глаз, нужно помнить три вещи. Во-первых, глазное яблоко – это сфера. Во-вторых, это линза, то есть она прозрачная и пропускает свет. И в-третьих, она влажная и глянцевая, то есть на ней будет лежать более яркий блик, чем на матовых поверхностях. Наиболее важным свойством глаза для рисования лично я считаю его прозрачность. Отличие матовой сферы от сферической линзы в том, что на матовый шарик свет падает сверху и остается сверху. Таким образом, с противоположной стороны у нас темная тень. А линза пропускает свет через себя, то есть получается самое светлое место будет как бы на дне шарика, а не на его поверхности. В итоге мы получаем как бы перевернутую светотень. Снизу у нас светло, сверху темно. И поверх самого темного места будет еще яркий блик, потому что глазик влажный. Следующий пункт на повестке дня – это лапки. И здесь есть несколько хитростей. Во-первых, обратите внимание, что на передних лапках с внутренней стороны есть небольшой бугорок. И это большой палец. Так же, как и у человека, он располагается немного отдельно и выше. Мне нравится акцентировать этот момент и рисовать большой палец немного выше, чем он находится анатомически, это просто дело вкуса. Теперь я хочу показать вам сравнение кошачьей лапки и ладошки человека. Это даст вам понимание того, где и почему у кошки находятся подушечки, и сколько их, какие они, откуда они вообще берутся. 4 пальчика – это аналог самых-самых кончиков пальцев человека. Как называются другие отдельные части ладошки, я не знаю, поэтому я просто обозначу их для вас цветом. Надеюсь, так будет понятно. Вот мы нашли подушечки, нашли основание ладони, нашли кончики пальцев. Возникает вопрос, куда деваются фаланги пальцев. А вот куда. Дело в том, что пальцы у кошки всегда согнуты, и если нарисовать руку человека в соответствующей позе, то мы легко сможем их проследить. Они гораздо более короткие, чем у человека, и почти всегда собраны в кучку. Следующая маленькая хитрость заключается в том, что на задних лапах у кошки нет большого пальца, у них 4 пальца. Если вы когда-нибудь подстригали когти своему котику, вы это хорошо знаете. Найти подушечки на задней ноге также довольно просто, но, по правде говоря, я не до конца уверена, что у кошек отсутствует именно большой палец, но мы все равно его вычеркнем. Кстати, у кошек довольно часто встречается генетическая аномалия, когда отрастают дополнительные пальцы, поэтому может быть 5-й палец на задней лапке. И я записала еще один небольшой фрагмент по поводу ушей. Но, если честно, когда я это рисовала, я больше сама для себя выяснила, как растут уши у человека, чем как они растут у кошки. А более подробно об ушах вы можете посмотреть в предыдущем видео. На этом, пожалуй, и заканчиваются все тонкости, детали и моменты, которые я смогла вспомнить о рисовании кошек и о кошачьей анатомии. Поэтому дальше просто давайте нарисуем котика. И поскольку мне больше нечего рассказать по делу, я вам расскажу о своих котах. У меня их 2. Один породы русский голубой, его зовут Тима или Тимоха. Он любит сидеть в раковине, спустив одну лапку практически в самый слив и ждать, пока я включу ему воду, чтобы он попил. Из миски ему пить не нравится. Второй кот – рыжий мейн-кун, его зовут Чезаре.
И он такой неуклюжий. Он не понимает, что умеет прыгать. Если он за чем-то охотится, может подпрыгнуть и на 1,5 метра в высоту. Но если он делает это осознанно, он просто садится и ждет, пока его подсадят, например, на шкаф, потому что, мяу, я вообще-то не умею прыгать. Как? Я не умею это делать. И на этом все. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, мои 2 кота никогда вам этого не простят. Подписывайтесь на мой канал, на мои социальные сети и хорошего вам года!